Будешь знать, как курить на борту. Да. Я там не курил. Не Так знаю. они ветром летят. И вот это, думаешь, ветер? 100%. Володь, и к каютам тоже и это. Что там снимаешь? 3 днями ранее. Вон она красота, где вон она. Печет. И сколько? 35. 30. Сказали 30. 30, да? Ну, все равно у меня жопа уже Ощущается как горит. 5. Свое название Сейшелы получили от Жана Моро де Сейшеля, или Сейшеля, французского министра финансов, который в 1757 году стал президентом Академии наук. Мы на главном острове Майя, главном международном аэропорту этого самого маленького африканского государства. В паспорт здесь ставят вот такую жопу. Это не жопа, это кокос. Кока де мер, самый крупный плод на планете. Встретил нас чувачок, он 32 коин. Назван остров в честь, если не ошибаюсь, Бертрана Франсуа Майе, губернатора Маврикии, какой-то региона. Сказать нечего. Духотище, жарище, прекрасные виды. Единственное, что хотел сказать, я решил поменять в обменнике в аэропорту деньги, как советовали. 2 окошка. Дим подошел с долларами. Ему поменяли нормально. Там курс висит. Доллары поменьше, евро побольше. Короче, 14 900 у меня, у тебя сколько? 14 20. 14 20. Он меняет. Короче, она мне не дает 50. Комиссион, говорит. Димка стоит, говорит, no commission. Ему отдали все. Но он вызвал доверие, он юрист, ребят. Он юрист. Вот. Ну, я минут 2 говорю, какие комиссии? Он говорит, 3 евро, это такая ерунда. Я говорю, давай сюда. Так что будет, никаких комиссий здесь нету. Поменять здесь тоже можно, вот на Марине здесь. Но я еще не нашел. Сейчас в пар пойдем. Скажи что-нибудь. Все, прилетели. 8 часов 50 минут. Аэрофлот прекрасно. 2 двухразовые кормежечки. Все четко. Да? А с Москвой разница час. То есть Вперед. туда, не сюда, да, прям строго практически на юг. Это вот ценники умножение на 7. На 7. Местные. Разные виды. От 43 до 25 градусов. Не пробовали, надо будет потом взять. Вот взял пиво. Единственный эль был. Димка взял с каннабисом. Вот это 70 стоит, 71. То есть получается на 7 500 рублей. А у тебя, Димарик, 60 с чем-то, да? Ну, в любом случае, в районе пятихатки. Меняйте в аэропорту. Там 14,90 евро, а здесь 14,25. То, что нам этот чувак сказал, менять можно везде. Нифига, я думаю, дальше больше. Но наоборот, дальше меньше. Сразу платим экологический сбор за проживание на яхте. 700 сейшельских рупий. Это получается 5000 почти. Входы в парк там, но еще расскажу, будут платные.
Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Pero mira, abandonas. Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Класс. Качает. Выходим из Марины, сейчас обходим бухточку на ту сторону острова. Там заночуем. Завтра в 7 завтрак и вперед. Короче, очень много условий, все англоговорящие. Ну, капитан, помощник полчаса нам объяснял, как все себя вести, карт показал. Я думал, 8 островов, там получается почему-то 7. Сказать легче, чем сделать. Наши герои забыли про виски, купленные в дьюти-фри, а точнее, по 2 литра на человека. Выкрик одного из участников регаты за знакомство положил начало бесконтрольному веселью. И уже менее эмоциональные. Часиков 2 ночи. Какие же вы все классные, закончил первый день. Майкл! Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Sabes lo que pasa, mi amor. Pero mira, abandonas. Lo que pasa, pasa. Lo que pasa, pasa. Que la noche se acabe. Плыть около 5 часов, поэтому есть время показать вам яхту. Обзор идем. Кают-компания, наш шеф. Ладно, расскажем немножечко о наших каютах. Начнем с самой лакшери каюты у Димарика. Смотрите, ребятушки, что у него имеем. Вот такой коридорчик интересный. Закрываем дверь, зеркало. Себя не буду показывать. Самое классное, у Димарика есть иллюминатор и какие-то приборы показывают какие-то нужные показатели. Шкафчики. И еще шкафчик. Это провода. Вот такая вот кровать. Подразумевает, что она двухместная. Зарядка, водичка, тоже шкафчик. Кстати, обратите внимание, в каждой каюте есть огнетушитель. Иллюминатор. 2 открытых окна и верхний иллюминатор. И точно так же для вещей шкаф. Но это санузел. Стандартный типа гальюн. Душик. Зеркало. Коридор. Знаете, какой длинный, как приходится мне идти. Выходим напротив. Каюта Виктора. Это мы были сейчас в кормовой. Каюта носовая. Каюта Виктора. Проходим. Уже смотрим, что немножечко поуже кровать, но зато зеркало в передней части. Точно так же имеем 2 иллюминатора. Ящик для вещей. Вот сейчас открыт, мы его прикрыл. Еще один ящичек. Под кроватью есть место для чемодана, спасательные жилеты и тоже ящички. Лампочки. Кстати, зеркало 2. Для любителей стереозеркала, это одно напротив другого. Также сортир типа гальюн есть. Вот. И переходим теперь в левую часть катера. Через кают-компанию. Ну и, конечно, эти обе каюты подразумеваются на двоих. Вот так вот опускаемся вниз. 2 номера вот слева. Кормовая кабина. Носовая. И вот наша кормовая. Теперь дверку. Заходим. Вот так вот кровать. Романтичная. С Володей мы на ней спим. Но место на самом деле чуть больше, чем в носовой. А вот здесь иллюминаторы. Вот такой шкафчик, куда можно одежду повесить. Нет места для чемоданов. У нас вот здесь вот
2 спасательных круга. Вот здесь 2 вот они. Не буду разломать. Вот здесь только что тоже. Вот тут у нас алкоголь. Это вот все для нужд катера. Нет, самое главное, это вот такой вот у нас здесь гальюн. Вот. Тоже так немного места. На катере литров воды 350, поэтому сказали девочкам, а у нас 6 человек команды и 2 экипажа, голову мыть только 2 раза в неделю. Я вот сегодня побрился, воды немножко побольше использовал. Душ я быстро принимаю. Подходим к острову Праскан, второй по величине остров архипелага Сейшелы. Валуны, скалы красивые, песчаные пляжи с пальмами, с песочком белым, с прозрачной лазурной водой. Единственное, конечно, сейчас пока нет солнца, но с другой стороны хорошо, не так жарко, потому что здесь рядом с экватором обгореть можно очень быстро. Вот. А так вот, тут вот на этом острове даже международный аэропорт есть. Вот, сейчас встанем на якорь, пообедаем. Остров Праслин. О, все яхточки здесь. Поймали рыбку. Не вот эти люди поймали, а капитан. Первый раз буду есть такую рыбку. Типа, что это у нас? Типа тунец? Это копченый Тунцовый. тунец с манго. Да ладно. Это паста с жареным тунцом, да. А это рыба хе. Оставь мне мое лицо. Хорошо. На попугая надень. Paradise. А в Москве дожди. Рыбный супец. Ни дня не повторяется меню. Ни дня. Ни дня. Да, шеф молодец, конечно, молодец, шеф. Просто бомбино. Наш Кэп приплыл за нами. Сейчас будем десантироваться на новый остров Кювейс. Кювейс Айленд. Общий сбор. I love you. I give you everything you want. Остров и его прибрежные воды включены в национальный морской парк страны. Проще говоря, это заповедник, поэтому оставаться на нем нельзя, а его посещение обойдется в 350 рупий. Здесь живут около 500 гигантских сухопутных черепах, завезенных с атолла Альдабра, диаметр панциря которых достигает 120 сантиметров, а вес 250 килограмм. Они могут вытягивать шею практически на метр, поэтому способны добывать еду на приличной высоте. Их толстый панцирь толщиной всего 2 сантиметра с огромным количеством нервных окончаний, то есть каждое прикосновение они чувствуют. Stars and sun all separated, rainbow colors newly painted. I put it all in a paper bag for you. Have a nice day. All the gods and all the angels got them waiting at your table. 'Cause giving you my heart was not enough. One
asked for nothing more than you. Think about it if I could. Тире. Хватит издеваться. А у нее шляпу ест, я и говорил. Отдай. Ну хватит, вы что? Докопались. Давай, твой номер какой? 80 какой-то? Давай, спокойствие. Мой номер 240. Он тебе обмануть ничего не даст. Пошли. Stars and sun all separated, rainbow colors newly painted. I put it all in a paper bag for you. Have a nice day. All the gods and all the angels got them waiting at your table. 'Cause giving you my heart was not enough. One thing's true, I never asked for nothing more than you. Think about it if I could, I would be the perfect deja vu. Stars and sun all separated, rainbow colors newly painted. I put it all in a paper bag for you. Have a nice day. All the gods and all the angels got В водах вокруг острова обитает другая черепаха – биса, выходящая на берег лишь отложить яйца. Ранее остров носил название Иль-Руж – Красный остров, из-за цвета почв. Когда видишь эту красоту, сложно поверить, что когда-то он был колонией прокаженных, а точнее с 1827 по 1965 года, почти 1,5 века. Вон акулочка, да, шарк маленькая. Их здесь очень много видов. Но бананов, по-моему, больше здесь видов. Хотя не скажу. 20 точно. Мы сейчас двигаемся через весь остров. Получается, через весь парк. На другой конец. Пересекаем другой пляж. Говорят, минут 40 идти. 300 рублей вход, то есть на 7 умножаем 200. Вот, загораем, потом наш кэп забирает с той стороны. И на маленький остров там ланч. Или что там, обед у нас. И дальше. Used to feel like I was free. Now it's just broken pieces of me. I don't know why you pretend. No, I don't wanna be at your party. Seeing you right next to somebody. Why do Вот you это keep остров Сан-Пьер. Просто снорклинг, плавать, не оплывать, вот туда запрет. До таких островов 60 с чем-то, а кораллов 40, по-моему, могу we ошибаться. gon' figure it? Yeah. Out on our own. Yeah, I know what we said. I still think we should figure it. Yeah. Out on our own. I just hope that we'll be okay. It's so difficult to see. Whatever happens is meant to be. Then you'll ask me what is wrong, and I don't even know how to answer. It's time to put an end to our chapter. Why do you keep on trying to when you know what we shouldn't do? Even though that I want you, why don't we go figure it? Yeah. Out on our own. Yeah, I know what we said. I still think we should figure it. Yeah. Out on our own. I just hope that we'll be okay. Ставлю 5 баксов, что с вами. Тогда ставлю 300, что упадет. Стоимость входа в парк 450. вот, все, 450. Ну, грубо говоря, это 3000 рублей на наш. Они же по 20 килограмм должны быть. Самые большие орехи в мире. Вот они, да, вот эти? Да.
Это, наверное, семечко. Офигеть, С орешек. которого они Такой вырастают. свалится. Вот на жопа, да, задница прям. Только здесь, да, Да. они находятся? И нигде в мире. Я правильно понимаю, И это стоят они орех или... 1000 евро. Да ладно. Огромно, да, да. Подожди, это Десятки тысяч евро. там внутри стоит. молоко или там реально орех? Вот так внутри, я так понимаю. А, Вот, это вот из такой, это видишь, Вот по так, наверное. степени вызревания. Вот так, потом вот. А. Ну, а что ты хочешь? Вообще. Здесь нету живности никакой другой. да, и они... Людям что делать? Ну, бывает красивые орехи. Да, я селфи сделаю. Бывает красивые орехи. Это так, Я хочу приятно. это не спортом не занимался. Вот красивый орех. Это не очень. Это выпад на одну ногу делал. А вот это что за А вы палка? знаете, как определять, мужского пола орех или женского? Так еще у них можно было Да, определить. да. Ну вот тут Я писюн есть. готовилась. Да ладно, где писем? Википедию читала? Покажите, ну давайте, Нет, я рассказывайте. смотрела. По природному заповеднику Вале-де-Ме на острове Праслин, который в 1983 году был внесен в перечень природных объектов планеты, охраняемых ЮНЕСКО, вы можете пройтись несколькими маршрутами – 1,5 и 4 километра. При входе выдается буклет, в котором есть карты и вся информация. Высоченные пальмы с огромными орехами-самками высотой не более 24 метров и пальмы с огромными стручками-самцами до 40 метров во время ветра издают шорох, напоминающий шелест картона. В заповеднике растет несколько видов пальм, каждый из которых впечатляет своей уникальностью и огромными размерами веерообразных листьев, а также длительным сроком жизни от 200 до 400 лет. Кстати, многие из них пронумерованы. Здесь прорастает символ островов сейшельская пальма. Вес ореха может достигать 20-25 килограммов. Как я понял, купить орешек можно за несколько сотен евро. У каждого должен быть свой сертификат, иначе вывести нельзя. Не все коко-де-мер имеют эротичную форму, некоторые бывают 4- и 6-дольные, но редко. Такие можно увидеть в Музее естественной истории в столице Виктории. Остров Курьез и Праслин являются единственными местами в мире, где естественно произрастает коко-де-мер. Плантация имеет 3 мировых рекорда. Самое крупное семя весом 17,6 килограммов, самый крупный цветок на пальме и самый крупный орех на 42 килограмма. Считается фартовым, если тут можно увидеть черного попугая. Будем искать. Вот как его интересно действительно увидеть. Тут я вообще ни одной птицы не вижу. Как его можно найти, этого попугая? Блин, опасно. Висят сверху. Кокосы эти. Баква парасоль. Это, конечно, мощь. Не передать. Огромные. Это была самая высокая точка этого всего леса. Что-то руля нет здесь. Блин, мы по встречке едем, Димон. Я везде пробую пиво местного разлива. Вот оно сейшельское. Не знаю, сколько это, как Витя сказал, 0,2, так, сколько? 200, 0,28, да, 4,9. Ну так, туфта-туфтой. Гуляем, также Праслин, прогулочка перед ужином и сном. Рыба как? Стир-фрай. Стир-фрай. Свинина в медовом соусе. Стир-фрай. Стир-фрай. Наш шеф просто 3 звезды Мишлен. Там барьерный риф, коралловый или какой. Там вся красота. Вон наш Димка снимать поплыл. Вот это все красотень. Это остров, я так понял, Big Sister. Их тут 2 таких маленьких, а потом Ладига. Слушай, я тебя там ищу, а ты что, здесь уже? Ты что, ну я тебе как это... Дмитрий, ты куда? Держи себя в руках, не смей, мы же хорошо отдыхали. Пожалей себя. У тебя же дома ребенок.
куда ты полез? Держите меня севера. Тебе помочь пинка дать? Не. Высоковато. Может, не надо? Может, и не надо. Красавчик. Это метра 3, да? Высота? Да. Ну не балда твоя. Давай! Как красиво. На песке остается след. Как курсивом. От всех пережитых лет. Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся дальше жить. Хочу с тобой увидеть много стран и дружить. Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль, черт побери. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Я, пожалуй, расскажу вам о кругосветной парусной регате, в которой мне довелось участвовать. Началась эта история в далеком зарубежном городе. Вот эти вот маленькие вот такие острова, как правило, они либо выкуплены отелями, либо частными лицами. Я вот не помню, тот ли тот, который мы были первый раз, это выкуплен швейцарцем каким-то. До пляжа можно доплыть и обратно, а туда уже заходить типа нельзя. Вот такая у них природа, конечно, прикольная. Вот именно это Сейшелы этим отличается, вот этими камнями такими. У меня есть специально обученный человек, который мне подкладывает. Свинью. Кто-то подкладывает, кто-то подливает. Наш шеф-повар. Да, стол. Подплывая к маленьким, но очень красивым островам и становясь на якорь для купания и сноркелинга, наши герои приближались к острову Ладик, вишенки на торте всего путешествия. Где-то там растет большой кокос. Я хочу там дальние страны. Знаю, что хочу лишь на моря, на моря, на моря. Давай поедем на Сейшелы. Сегодня были на другой стороне праздника. Там одни вот эти костишки, как, допустим, вот пина-колада 195, бокальчик такой. 195 умножить на 7, ну, 1400. Демократично. Вот, наконец, я попробовал 43 градуса тему. Хороший. Так, очередной тунец. Вот это тунец, я правильно понимаю, да? Нет, это не тунец, вот это вкусняшка. Это бунито. Строганинка, типа. Видимо, в таком виде тунец. Ну а мясо я сам себе. Высадились в Ладик. Находится где-то здесь самый красивый пляж. Не то что Сейшелы, а мира. Интересно посмотреть. А где? Это креольский фестиваль креольской музыки. Вот. Вчера Алисан говорил.
Окей. Вот так вот. Не пускают. Безопасность превыше всего. Ну, что ж делаешь. Мы попытались. Велосипед стоит 200 рупий. На 7 умножайте сами. Ехать, я так понял, вдоль всего острова. Там самый красивый пляж. Я думаю, каждый кулик свое болото хвалит. Посмотрим. Мое доверенное лицо Дмитрий пошел заплатить за билет. Сейчас объявит сумму. По-моему, 150. Вход в парк. Мы продолжим свое движение на велосипедах. Как только мы въехали в парк, увидели несколько покосившихся надгробий первых жителей этого острова, который был открыт в 1744 году, однако свое название получил только в 1768 году, когда его посетил французский мореплаватель Марк Дюфрен. Чуть дальше традиционная масляная мельница. Сам процесс выглядит так. Сотни кокосов несколько суток сушатся в печи, напоминающей нашу баню. Затем белая мякоть кокоса, которая называется копрой, измельчается для получения кокосового масла. Для работы мельницы используется бык. Из примерно 35 кг копра и 2 часов измельчения получается 1 ведро кокосового масла. Попытаемся для кадра. Давай. Я первый. Так дышит, слышишь? Наступил на него, конечно. Нет, он дышит. Я маленького пойду кормить. Давай. Этот вольер с достаточно молодыми черепахами от 30 до 90 лет расположен у подножия огромного гранитного монолита, которому, как утверждают, около 750 миллионов лет. Вот вкусный. О. Также на территории парка находятся старая корабельная верфь и ванильные плантации. Специю, некогда ценившуюся на вес золота, завезли из Центральной Америки. Но есть одна проблема – опылять ее приходится вручную. Колибри, которые это делают, на Сейшелах не водится. Ага, ну давайте почешу, держи. Ёп, ванильный парк, да? А где стручок-то, я не понял, вот этот? Нет. А какой? Листик? Да. Вот этот? Возьми, вот длинный листик. Вот это, да? Да. Это ваниль? Я не знаю, ну что-то как-то это. Я так понял, он должен высохнуть, чтобы он пах. А так он пахнет как листва, да, простая? Интересно, я не знал. Я думал, знаешь, ваниль изначально так пахнет. Короче, это место в парке называется Гранитный монолит. На самом деле причина, по которой сюда устремляется туристический поток, кроется в природных красотах парка. Одна из них, и, наверное, основная, это Анс-Сюр-Даржан, который National Geographic назвал самым красивым пляжем мира, а британское издание The Guardian поставил на первую строчку в списке топ-50 пляжей. Дай ему успокоиться, ты его довел до истерики. Проснул, пошел. Своим домиком. Вот флаг Сейшельский, да, получается? Интересно, я такой никогда не видал, не обращал внимания. А вот это... Это лодочки прозрачные. Сколько стоит, не знаю, но смотреть подводный мир. Для любителей осмотреть акваторию пляжа с воды помогут каяки с прозрачным дном. Но есть но. Возле берега белоснежный песок усыпан кораллами, а для снорклинга слишком мелко. Путь к этой красоте лежит вдоль протяженной береговой линии, усыпанной отполированными валунами самых причудливых форм и размеров.
Ну что я могу сказать? Из всей толпы прошли только мы. Пляж как-то описывали дикий, но пляж. Но что-то я как-то сомневаюсь. Идти 1,7 без велосипедов. Вот, Джимарик. Йог, блин. Вот. Зачем-то. Я не знаю. Ну, говорят, красивый. Мне тот больше понравился. Я думал, тот имели в виду. Вот такая дорога вся. Ну, давайте, вот это хоть и красиво, просто невозможно совсем Да. Ну, наверное, красиво, конечно. Что я могу сказать? Ой, я прям плакать готова, как красиво. Короче, рассказываю. Остров Ладик. Типа дикий пляж, красивый. Я думал пляж, но это пляж, но это вот так вот. Это не про купание. Но мы оставили велосипеды там. У Виктора на подъеме порвалась цепь. Они остались с Римой там. Мы четверо смельчаков все-таки дошли. Шла целая группа. Какие-то англичане, папуасы. Они вернулись, сказали, что там кирпичи. Ну, здесь везде кирпичи. Я не мог им объяснить. Они развернулись и пошли. Дороги нет. Дорога есть. Вот такая красота. Помаши телезрителям. Мы дошли. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. Маршрут начинается отсюда. Везде такие стрелки. Нам вон тудой. Under the stars. Какой ответственный мужчина, а? Гордость нашей компании. Да. Гринписскую эмблему я наложу на лицо твое, да. Ну, поехали. Вот эти вот безбашенные увидели где-то в Юнпойнт. Наклон, так тебе скажу. Ну, я не знаю, градусов 15-20. Сказали всего 600 метров, но от той точки, где мы уже сдохли практически. Блин, наш так природу любить, а? По одному члену команды теряет, пофигу, идут, блядь. Вот я хочу, чтобы телеглядачи стояли наклон. Я не знаю, как это передать. Блин. Сумасшедший. Сумасшедший. Это пипец. Слово вот этим двум болтусам. Двум Димкам, блин. Димон. Скажите, зачем вы меня пытались ухандохать? Я предлагаю дойти. Нет. И это не надо на камеру. Не надо на камеру. Показывай. Мы шли час с лишним. Пришли и еще 319 метров. И увидеть вот это. Я на фото, я нарисую, как будто мы там были. Я уверен, я тебе сделаю. Ну, ребят, ну нереально. Но... Нет, я не пошел. Я не пойду. Я не пойду, придурки. Придурки. А у меня ключа нет, мне придется с вами идти, долбоящеры. Мы пойдем дальше. А я ж пойду с вами, вы что думаете? И опять всю дорогу ныть будешь. Буду ныть, да, но я пойду. Ну вот что-то. Вот какая-то табличка.
через 20 минут какая-то табличка. И вот туда. Ну, я не знаю. Так природу любите? Это пиздец. Природу любители. Запикаешь, Нам... братан? Нет, ничего пикать не буду. Бля, люблю природу. Березы. Нам тупые спускаться осинки. прямо сейчас жесть. Я не знаю ради чего. Вот это вот, ну да, наверное, но не такими силами. Вот здесь вообще только задним ходом. Только. Вон еле идут пеньки, блин. Потратили время только. Сдали велик. Но это, конечно, так себе отдых. Ухандохался я. Вот по такой улочке сейчас погуляем. 5 часов за нами приедут и поплывем ужинать. Тунец, курица, салат. Все культурно. На компашечка. Вот она компашечка. Сидим. Здесь вот вискарик. Давай, у людей культурно, пока есть вино. Прям вот это, да? Такси 300 рупий до центра столицы. Сейшел Виктория. Ехать 10 минут, даже меньше. Сейчас проходит у них фестиваль креольской музыки. И вот такая вот обойти можно за полчаса столицу. Неделя. И завтра с утра уже домой. Поэтому решили не ужинать на яхте, а посетить Викторию, столицу, единственный город и порт архипелага, в котором проживает 1/3 часть населения острова. Тем не менее, считается самой малонаселенной столицей Африки. В 1778 году французами было основано поселение Порт-Рояль. По историческим документам фигурирует название «Эстаблисман». И до 1841 года, когда уже британцы переименовали его в Порт Виктория в честь королевы Великобритании, он пребывал в полном забвении. С 1960 года она стала просто Виктория. Самая миниатюрная столица на планете, которая образует две главные улицы и примечательный рынок. Старый город – это такая смесь Дикого Запада и старинного викторианского стиля, в котором установлен всего один светофор. Основные столичные достопримечательности, да и весь город можно пройти за час. Решили пройти пешком от центра.
40 и решили, конечно. 40 минут